Да, бросайте свою работу и езжайте в Увольняйтесь все. кругосветное путешествие отправляйтесь. Лучший совет. Ты не собираешься Кругосветное кругосветное сделать? собираюсь. Я хочу вообще все. Ну, мне хочется все-таки больше свободы. Я не люблю бюрократию, не люблю Мгм. какие-то миллион справок делать. Ну, кто любит. Да, поэтому, когда будет возможность это проще делать, тогда я поеду. Но сейчас у нас огромное, ну, в принципе, стран, которые можно поехать сейчас из России, их уже столько, что можно на ближайшие 5 лет не париться. И по России можно Мгм. ездить, и там другие вот эти страны, их там около 70, по-моему. Вот, так что можно даже сейчас отправиться в кругосветное путешествие, даже через эти страны. Но для меня не является каким-то супер важным критерием именно круг сделать, Мгм. скорее посетить страны, то есть съездить, сложить вот это впечатление, поставить галочку и, может быть, вернуться туда еще. Мгм. Тебе нравится ставить галочки, Обожаю. когда ты Да, ездишь? это примерно одно и то же удовольствие, что посещать страну, что вписывать новую страну. У тебя нет карты такой, где, знаешь, ты зачеркиваешь страны? Не, у меня карты нет, но периодически я захожу на сайт, где заполняю все свои регионы России. Мгм. Кстати, я тебе отправлю, вот можешь на монтаже вставить, где я был, если кому интересно. И страны, ну, Европы в основном, потому что в Азии я Мгм. мало где был, и больше нигде не был, в Африке, там, в Латинской и Северной Америке. Это не только для меня, а в том числе и общаясь с другим человеком. Ну, вот, например, я поеду в Кипр, это будет моя 30-я страна. Ну, и Мгм. 30 стран это еще, типа, ну, ничего такого. Да. Если это будет 100 стран, то есть ты говоришь, ну, я был в 100 странах там, или если это будет даже 193 или Мгм. 197, все, то есть страны. И причем это не главное твое достижение, это просто, ну, просто был, ну, вот Мгм. такое у меня хобби. Сразу ты интересен, ну, и тебе интересно быть интересным. Короче, это тоже возможность прокачать себя и, ну, быть более интересным человеком. Ты привез какие-нибудь привычки с собой из других регионов или из других стран? Привычки или культурные особенности? Надо просто подумать, что я привез конкретно И откуда? и откуда. Ну, я снимаю квартиры обычно на Мгм. Airbnb, когда путешествую. Ну, я не люблю отели. И я всегда обращаю внимание на интерьер, ну, смотрю, что и как. То есть это как-то проходит через меня, и я уже имею представление о том, как я бы хотел у себя сделать. Мгм. Потом какие привычки? А, Максимальный минимализм, то есть чтобы ты легко перемещался, чтобы не обременительно это было. Да. А, Ну, вот Я как-то. уже 3 месяца живу с чемоданом ручной клади. Маленький, который Я можно с никогда с собой багажом не взять. Я путешествовал, вообще не тоже, я уже представляю, что очень это. давно. Один раз я путешествовал с багажом, это был велосипед. Ну, это специальный багаж. Да. Куда ты ездил? Я ездил и взял велосипед здесь, в Питере, Мгм. поехал до Казани, Мгм. из Казани самолетом до Краснодара с И- велосипедом. А ты поехал до Казани как? Поездами, то есть не на Окей, на велосипеде, велосипеде. да, то есть это было Мгм. заморочено, я про это подкаст записывал, Мгм. 52-й, по-моему, и я его разбирал в багаж, собирал, разбирал, собирал, и так 9 раз через каждый город. Но оно того стоило, в принципе, я не пожалел. Отлично, со своим велосипедом путешествовать. Да, Удобно. да. Следующий этап со своей машиной. Не хочешь проехать на велосипеде через несколько стран, как некоторые делают? Хочу, это была бы какая-нибудь Франция или Германия, потому Мгм. что по России это Опасно немного, равно наверное. самоубийство. То есть, когда ты едешь или идешь по трассе, и пролетает фура на скорости там, 100 км в час, и тебя может просто там сдуть, или ты под колесо упадешь, это, ну, есть люди, которые это делают, это прикольно, Но не все но доезжают. все-таки не хочу так рисковать просто, ну, это реальный риск. У нас сейчас делают, кстати, велотрассы между Мгм. вот от Москвы до Петербурга. А Велотрасса есть сейчас велотрасса. делается. Так что, ну, по ней, конечно, я с радостью проехался бы. А так, где-нибудь в Швеции у них отличные велотрассы вообще там М. между городами. Так что я бы хотел, да. Но мне больше все-таки нравится по городам ездить, потому что, ну, когда ты едешь на велосипеде, поле, час, два, три, Мгм. ну, то есть
это уже не так Много интересно. дороги, тебе не интересна Да. сама дорога. Слушай, а как насчет того, что когда ты побывал в какой-то стране, Мгм. и если тебе очень понравилось, у тебя всегда дилемма, ехать в новую страну или вернуться. У меня, например, это вообще проблема. Мне везде нравится, и всегда хочется вернуться и в это место, но как бы времени ограниченное Мгм. количество, и дилемма ехать в новое место или в старое. Как ты решаешь это? Ну, Есть у и тебя для меня приоритет — это новое. новое? Всегда я выбираю что-то новое, даже осознавая, что мне там, ну, возможно, меньше понравится, чем старое место проверенное. Мгм. Но, опять же, это может быть ложное какое-то суждение, что мне там не понравится. Мгм. Я не знаю, пока Да. не съезжу. Так что вот. Ну и вообще, я стремлюсь к свободе. Для меня одним из важнейших критериев в жизни является свобода. Свобода, в том числе финансовая, чтобы я мог не думать о том, ну, как в России, например. То есть я могу теоретически завтра полететь в Новосибирск, в Москву, в Краснодар, там, в Владивосток. Раньше я не мог это себе позволить. Вот, но сейчас я совершенно по-другому смотрю на Россию, на вот эту территорию. Она моя. То есть я могу оказаться в любой точке. Да. Ам, Это выбор, а не Да, принуждение. я хочу, чтобы так было по всему миру, чтобы, ну, условно, там полететь в какую-нибудь Австралию или США, ну, скажем, нужно $1000. И я хочу, чтобы я мог вот так просто кинуть Мгм. $1000 и полететь, потому что просто я захотел. Вот, то есть это не просто, ну, не вопрос того, что я хочу там бесконечное количество денег просто из-за Мгм. денег, а просто мне нужна свобода. Вот эта свобода, ощущение того, что я могу это сделать в любой момент. И тогда такой вопрос не встанет. То есть, ну вот, Мгм. что-то мне захотелось поехать, ну, взял, поехал. То Мгм. есть я хочу вот так вообще дойти до такого уровня. Когда ты пришел к такому образу жизни, все-таки, ну, в основном люди живут как с понедельника по пятницу, пятидневная рабочая неделя, я хотела сказать, с 9 до 5, Мгм. и отпуск 21 день, да, куда-нибудь съездить там в Турции куда-то. Люди в основном даже себя не спрашивают, что можно по-другому. Мгм. Да, я, например, не смогла долго продержаться в такой системе больше года. А как ты пришел к твоему образу жизни? Вообще сейчас меня даже пугает такой расклад, когда я бы ходил на работу, которая вряд ли бы мне так нравилась, как мой проект, Мгм. потому что мне кто-то что-то говорил бы, все равно у этого человека свое видение. Я, может быть, как-то по-другому хотел бы сделать, а мне бы сказали, нет, не надо не так, а вот так. И мне некомфортно в таком Мгм. состоянии. Вот. И, конечно же, мне некомфортно, это даже нелогично тратить время на то, чтобы ехать на работу. Просто я преподавал, когда еще французский, был период, когда я в языковой школе это делал, Мгм. и у меня занятие это стоило 300 рублей. Вот, я Мгм. помню. Я У нас у всех был час, такой период. час ехал туда, проводил Мгм. занятие, час и обратно. Вот. То есть это бред Мгм. абсолютный, это неэффективно, и я сразу понял, что мне нужно дистанционно работать, потому что ну, зачем Мгм. тратить время на все это там, собраться, поехать, вот. Так что я всегда стремился к свободе, ну, плюс я там насмотрелся всяких там блогеров, Тим Феррис, ну, короче, эти цифровые Да. кочевники, Мгм. digital nomads, которые вели такой образ жизни. Ян Вандера, например, полиглот, тоже он путешествовал, ну, не все страны, там 100 стран до 30 лет посетил. Короче, меня это все вдохновляло, я смотрел, и я такой, вау. И, наверное, как-то неосознанно потихонечку к этому шел. Я стремлюсь, опять же, к свободе перемещения, к свободе работать, когда я хочу. Ну, сейчас у меня есть уроки, и это не абсолютная свобода, потому что тебе нужно в определенное время, ну, в любой точке ты можешь делать, но в Да. определенное время Но сидеть. ты не можешь сидеть на улице, в кафе. Да. Да. А когда ты монтируешь видео, например, ну или работаешь там над созданием контента, это сейчас основная моя работа, то ты можешь это делать в любой момент. То есть Мгм. ты сегодня не делаешь, завтра делаешь, месяц не делаешь, потом месяц делаешь. И этот формат мне больше нравится. Вот мы с тобой говорили, что еще до подкаста, что мне больше нравится, когда я, ну, 3 месяца, например, вот путешествую, как я летом делал, и потом вот еще 3 месяца следующие
начинаю работать и наверстывать упущенное. Мгм. То есть я люблю вот в таком режиме волнообразном. Как ты организуешь рабочий день? Дисциплина, все-таки Мгм. проблема самозанятости — это дисциплина. Да, да, как я организую? Очень плохо. Я очень ленивый человек. Плохо я организую. Я очень ленивый человек, и м, у меня единственное, что я понял, лучшее решение — это если ты можешь что-то опубликовать, например, публикуй. Не нужно ждать, не нужно там, вот в понедельник я публикую там Мгм. видео, потом во вторник там подкаст, потом это не работает, по крайней мере, долго не работает. У меня так, у меня есть время, у меня есть желание, я делаю все, что могу. Значит, я записываю видео, отправляю там на субтитры, мне помогают. И вот пока это делается, я уже записываю другое видео, например, сделали субтитры, я сразу, чтобы этот человек сразу, ну, делал субтитры к следующему видео. То есть мне Мгм. нужно всегда уже делать новый контент, и потом субтитры я там, например, исправляю, а, подготавливаю, публикую, и, короче, стараться как можно чаще, как можно больше публиковать в данный момент, когда я могу. Вот это лучше. То есть даже если там, например, я сегодня опубликовал видео, можно и провести стрим, потому что я хочу, потому что я Мгм. могу. То есть вот это лучший для меня режим, когда я работаю, по сути, постоянно, Мгм. но это редко, и мои зрители это знают, потому что я все-таки, ну, люблю не только работать, но и путешествовать. Я вообще очень рад, что у меня есть возможность, у меня есть очень много времени, чтобы путешествовать и учить языки, и развиваться. Вот, поэтому, ну, работа все-таки в моей жизни, и я даже не называю это работой. Работа для меня это занятие, Мгм. а остальное это развитие проекта. Я просто занимаюсь проектом. Мгм. Я не могу сказать, что это работа, потому что я сам кайфую от того, что я делаю вот эти материалы, транскрипции, я вижу отзывы. Мгм. То есть вот, но какой-то четкой, типа с 8 там, до 5 я не работаю, я могу работать, не знаю, с 10 до 10, могу на следующий день не работать, могу работать там 3 часа, либо Мгм. 8, то есть у меня все супер спонтанно, все супер, опять же, зависит от обстоятельств, где интернет, когда у меня Какая занятия. погода? Да, потому что у меня вот занятия сейчас, например, 7 дней в неделю можно Мгм. записаться с 10 до 10. То есть Мгм. если кто-то записался там ну, посередине, то я перед этим могу поработать или после. Ты Короче, подстраиваешься все под супер занятие. спонтанно, Мгм. и я не трачу время на организацию в основном. То есть просто делаю то, что мне нужно сделать в данный момент. Ты работаешь 7 дней в неделю. Не берешь выходные, в которые ты знаешь точно, что в этот день это мой день, у меня нет занятий? Вот по-разному. По поводу занятий, во-первых, летом у меня не было вообще занятий, потому Мгм. что я хотел иметь возможность в любой момент поехать куда угодно, не отменяя ничего. Потом до этого у меня была система 5 дней в неделю, 3 выходные, ой, то есть 2 выходные, суббота-воскресенье, ну, потому Мгм. что там как раз с друзьями Мгм. встретиться, мне-то без разницы, Да, вот, но а у если них, есть друзья, кто работает пятидневку, трудно. да. Потом я понял, что занятия мне как-то тяжело проводить, мне хочется отдыхать. Я сделал понедельник, вторник занятия, потом среда выходной, Мгм. четверг, пятница, и потом Мгм. 2 выходных. Вот. Потом период вот нет занятий, и сейчас у меня просто all in, то есть 7 дней в неделю я не смотрю понедельник, Мгм. вторник, суббота, там, я Мгм. вообще сегодня какой день? Суббота сегодня? Суббота. Вот. Мне абсолютно без разницы, у меня все дни одинаковые, то есть у меня есть и работа, и выходной в течение дня каждого. Поэтому, ну, сегодня у меня 2 занятия было, завтра не будет, потому что у меня будет рейс, ну, потом ко мне запишутся в любой день, и все, и будем заниматься. То есть хочу, опять же, посмотреть, на что я способен в плане загруженности. У меня никогда не было там, например, ну, 6 занятий в день или там 10. Мгм. Мне тоже интересно Попробовать. посмотреть, поработать. Ну, и я чувствую, что у меня есть, ну, накопилась эта энергия, которую хочу вот направить в работу, и потом, возможно, я буду отдыхать от этого. Ну, пока настраиваюсь, что до конца года я буду в таком режиме, а потом, может быть, опять же, там, 4 дня в неделю, как-то так.
Ну, занятие это просто я немножко интроверт, поэтому для меня это усилие. А вообще это дико интересно, потому что все люди супер образованные, супер с каким-то опытом нереальным, Мгм. каких-то такие там посты занимают, просто дипломаты в университетах, преподаватели есть, и просто полиглоты, путешественники. Супер интересно общаться, знакомиться, потом увидеться, 100% тоже круто. Поэтому это даже, ну, это не основной мой доход, то есть я это Мгм. делаю, потому что мне по Тебе кайфу, нравится. да. Отлично. А как ты практикуешь языки в путешествиях? Как ты учишь языки? Все то же самое, что и я предлагаю на своем проекте, то есть я слушаю очень много, Мгм. вот когда по России путешествовал, слушал по несколько часов в день польский, то есть я находился физически в России, Мгм. но голова моя, мозг думал, что я в Польше, потому что у меня каждый день на итоге Погружение. занятие было, Мгм. и я слушал, вот, погружался. Ну, потому что, опять же, мне лень ждать, не хочется ждать каких-то результатов. Я готов поработать очень мощно в течение там нескольких месяцев, чтобы не растягивать это все там на годы и годы, ну, Мгм. потому что в любом случае это будет годы и годы, но хотя бы ты... Тебе нравится работать так волнами? Да, ну, я просто не люблю вот этот начальный период, когда Мгм. ты ничего не можешь сказать, и ты какой-то вот, ну, а, это некомфортно, постоянно ты запинаешься, поэтому я хочу этот период постоянно, ну, как можно быстрее преодолеть, чтобы уже полностью наслаждаться языком, все понимать, все говорить, что хочешь. Поэтому очень интенсивно так и Я занимаюсь. помню, ты говорил, что ты хочешь записывать видео на Ютубе на польском. Мгм. Как у тебя твой проект? Ну, записываю иногда просто разговорные видео, ничего не ожидаю от этого, просто отдушина такая, Мгм. потому что все-таки Russian Progress это ответственность, я делаю материалы для изучения, я очень контролирую свою речь, потом мы работаем над транскрипциями очень усердно, то есть один человек пишет, второй проверяет, и потом я еще проверяю, то есть 3 человека делают транскрипции, и это все усилия. А там я могу просто сесть, ребята, привет, сегодня спонтанное видео. Ну, в принципе, на Rush Progress спонтанное видео, но там еще вот эта работа с субтитрами, ну и плюс мне нужно язык Мгм. контролировать. Да. А на польском или на испанском, на другом языке я просто Что в голову общаюсь. придет? Да, так что, ну, это возможность также поэкспериментировать с видео, с светом, с э, записью. Вот, то, что, ну, Russian Progress реже записываю. Да, форма Да, творчества с другой просто. стороны. Мгм. Ну что, я думаю, напоследок я тебя попрошу поделиться, может быть, книгами какими-то, Ну, книги которые... вообще не ко мне. Я Нет? книги не очень. Окей. Тогда какими-то советами для людей, которые, может быть, смотрят на тебя и думают, я тоже так хочу. Вот, например, человек, который живет в системе работа с понедельника по пятницу, Мгм. и, казалось бы, нет другого варианта. Что бы ты посоветовал такому человеку, который хочет двигаться в твою сторону? Ну, я бы посоветовал развить какой-то навык, который позволит работать удаленно, будь то, ну, YouTube, наверное, не всем нравится там записывать видео, М, но это может быть и дизайн, это может быть и монтаж, это может, ну, видео там, может быть, я не знаю, все, что связано с программированием, то есть просто найти работу, навык, языки учить. Можно преподавать языки, можно мгм. там испанский, русский, любой язык. Родной, если ваш английский язык, то огромный спрос на английский, на итоки можно зарегистрироваться. То есть первое, мне кажется, это ну, найти работу удаленную. Мгм. Хотя сейчас это проще, потому что ну, все практически работы удаленные стали вдруг. И все, дальше Мгм. развиваться в этом направлении. Быть готовым, наверное, что не всегда одни цветочки, как говорится, бывает трудно, да, Да, когда ты не привязан к какому-то месту и у тебя нет гарантии. да, выбираться, если про путешествие, то ездить в соседний город, в соседний, даже в район, то есть в городе можно куда-то ездить, открывать новые места. В принципе, примерно то же самое, просто в меньших масштабах. Мгм. А, Вот. Найти всегда можно. Но это все всегда проще сказать, чем сделать. Конечно, надо пробовать. Надо захотеть, как дети. Дети хотят чего-то,
И они идут и делают это, им не важно. Да? Когда сильно мы захотим, то мотивацию искать не надо. Мгм. Нужно понять, чего мы хотим в конце концов. Да. Ну что, я думаю, будем закругляться. Да, мы... Мы с тобой проговорили, Это, наверное, самый длинный у тебя выпуск будет, да? наверное. Может быть, Ну. даже на 2 части его разделить вам придется. Да, да. Ну, мне очень приятно было, интересные вопросы. И сейчас мы запишем видео и подкаст на моем канале, так что Мы переходите, продолжим ссылочка разговор. Да. в Нам описании. спасибо тебе Спасибо, за ответы. спасибо. До встречи. Адьос.